Друзья, приветствую вас! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И в этом видео у нас будет прогноз для весов-рыб. Это весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи и рыбы. Это немножко экспериментально, но, возможно, я на такой формат видео перейду, потому что каждый месяц у меня выходило отдельное видео для каждого знака зодиака, но, возможно, ежемесячно будут вот такие вот два видео: Овен-Дева и Весы-Рыбы. Вы по-прежнему можете смотреть так же, как смотрели раньше, просто это будет одно видео. В описании к этому видео будут тайм-коды, и вы можете просто нажимать на название вашего знака зодиака. Видео автоматически будет перескакивать на тот знак зодиака, если вы не знаете, как тайм-кодами пользоваться. Обратите внимание, если вы смотрите первый раз видео на этом канале с прогнозами на месяц, что я ведический астролог, и все прогнозы я здесь публикую именно по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И если вы хотите, чтобы ваш прогноз работал для вашего знака, то вам нужно знать свой восходящий знак по ведической астрологии, либо знак зодиака Луны. Как узнать свой знак зодиака по ведической именно астрологии? Я вам сейчас в правом верхнем углу прикреплю ссылку на видеоинструкцию о том, как построить свой знак, свой гороскоп в физическом стиле, как узнать свой знак зодиака. Если вы не знаете точное время своего рождения, то в таком случае постройте свой гороскоп, посмотрите, в каком знаке зодиака у вас находилась Луна в момент вашего рождения, в день вашего рождения. И тогда можете смотреть для знака зодиака Луны прогноз и для асцендента восходящего знака, и для знака зодиака Луны прогнозы будут работать. Главное, чтобы это было по ведической астрологии положение, потому что я все положения трактую по ведической астрологии. Ну и, собственно говоря, после того, как вы это все построите, можете приступать к просмотру своего знака зодиака. Ну, я также напомню, что эта ссылка будет в описании, в комментариях к этому видео. И в описании в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться ко мне на обучение по ведической астрологии, либо на составление личного гороскопа. Ну и вообще хотелось бы отметить, что этот месяц будет такой интересный с точки зрения того, что у каждого знака зодиака в какой-то сфере жизни будет дана определенная возможность. Ну и давайте обсуждать, у кого какие будут возможности в мае месяце. Весы. Я напомню, что с 30 апреля по 14 мая Меркурий будет идти по вашему седьмому дому гороскопа. Я про Меркурий говорю, потому что, в принципе, я про него уже рассказывала в прогнозе на апрель. Но так как он переходит в самом конце апреля, я думаю, не лишним будет напомнить о том, что Меркурий будет находиться в вашем седьмом доме гороскопа, доме партнерства, брака, личной жизни, доме команд, групп людей, в которых мы общаемся. И Меркурий как раз-то планета общения, это как бы про то, чтобы входить в какие-то команды, про то, чтобы знакомиться с новыми людьми, про то, чтобы налаживать связи какие-то, возможно, даже, знаете, вот давно не виделись с друзьями, с какими-то знакомыми, встретиться, поехать куда-то. То есть будет больше людей в вашей жизни возникать в таких личных контактах, чем обычно. То есть какие-то люди из прошлого могут возвращаться, какие-то друзья, знакомые, коллеги, люди, которых вы уже давно не видели, да, и вот вдруг все как бы появляются, начинают с вами общаться. То же самое и в работе может быть, то же самое может быть и в каких-то бизнес-коммуникациях. Но в целом большое количество людей, с которыми вы раньше были знакомы, и новых знакомств тоже. А 1 мая состоится полнолуние в вашем первом доме гороскопа. Первый дом гороскопа — это дом нашего тела, нашей личности. И полнолуние в первом доме гороскопа в первую очередь говорит о том, что нужно быть внимательнее к здоровью. Первый дом — это дом тела. Полнолуние — это процесс какой-то завершающий, поэтому в полнолуние нужно внимательно относиться к своему здоровью, не перетруждаться, не перенапрягаться. И плюс полнолуние может означать смену имиджа, смену гардероба, смену какого-то статуса, перемены в теле, перемены в здоровье. Ну и в личной жизни перемены тоже могут быть. С 11 мая по 20 июня в ваш седьмой дом партнерства, брака и личной жизни зайдет Марс. И несколько таких важных указаний здесь делает Марс. Во-первых, Марс указывает на
То, что могут происходить перемены в партнерстве, это и личная жизнь, это и бизнес-партнерство, это и какие-то команды, коллективы, в которых вы состоите. То есть у вас активный такой седьмой дом гороскопа, дом взаимодействия с другими людьми. И когда Марс идет по седьмому дому гороскопа, это может давать такой эффект в двух вариантах. В некоторых вариантах развития событий это может означать совместную борьбу. То есть вы вместе с партнерами объединяетесь для какой-то цели, либо совместное движение к каким-то целям, совместное достижение каких-то целей. Вместе объединиться, чтобы вместе что-то сделать. А в другом варианте это может быть и противодействие кому-то, борьба с кем-то, то есть вы можете с кем-то бороться, вступать в какое-то противостояние. Ну и командная тоже может быть такая история, когда вы формируетесь с кем-то или входите в какую-то команду или объединяетесь с кем-то, с какой-то командой. Это могут быть командные соревнования, командные выступления, то есть вместе с кем-то. И Марс — это планета еще недвижимости, поэтому в партнерстве, в команде могут решаться вопросы, связанные с недвижимостью, с местом проживания, допустим, на работе можете решать вопрос какой-то перестановки, смены кабинета, чего-то такого. И есть еще тенденция на вложение сил в партнерство, на то, что вы свои ресурсы будете вкладывать в партнерство, то, что вы будете в партнерство вкладывать свое время, свои силы, свою энергию. Не обязательно деньги, но и деньги могут быть тоже. Но в целом это период такой, когда вы направляете свою энергию на других людей. С 14 мая по 29 мая Меркурий зайдет в ваш восьмой дом гороскопа. И Меркурий в восьмом доме гороскопа — это сразу такой интерес ко всему тайному, запретному, неожиданному, интерес раскопать что-то, что вы не понимаете, что от вас скрыто, какие-то исследования могут быть. Также это период, когда, например, в поездках происходят какие-то события, когда вам нужно что-то срочно решать, когда вам нужно срочно куда-то срываться, срочно какие-то вопросы организовывать, переделывать. Это могут быть вопросы, связанные с другими городами, другими странами, с закрытыми организациями. Еще есть указания на то, что могут быть какие-то тайные договоренности с отцом, учителем, руководителем, с органами власти. Может уходить руководитель на время какое-то, допустим, в отпуск. Возможно, вам придется заменять руководителя, потому что у вас наступает такой период немножко повышенного стресса. Этот стресс может быть связан с руководителем. Но стресс — это вот такой нервный стресс немного, эмоциональный. И просто он даже не то, что нервный, эмоциональный, он может быть и нервный, но он еще может быть такой, когда перегрузка информации, информационная какой-то переизбыток, который заставляет вас немного так уйти в тень в общении, постараться как бы дистанцироваться, наверное, в каком-то смысле. Ну и некоторые весы в этот период времени могут чуть-чуть стать знаменитыми, известными, то есть где-то засветиться. С 14 мая по 8 июня в ваш девятый дом гороскопа зайдет Венера, и тут такая очень интересная образуется комбинация. В целом, транзит Венеры по девятому дому гороскопа — это хорошо, это удача. Девятый дом — это дом удачи. Дом, опять же, отца, учителя, руководителя зарубежных путешествий. И Венера — это хозяйка всего вашего гороскопа, она показывает вашу направленность, в какую сферу жизни вы сейчас направлены. Вы прям вот появляется возможность, вы это делаете, вы это понимаете, что вы, допустим, этой сфере жизни уделяли мало внимания, и теперь вы начинаете этой сфере жизни уделять больше внимания. Это и учеба, это и общение с отцом, это и общение с руководителем, это может быть зарубежная поездка, в которой вы давно хотели, это может быть решение вопросов в каких-то госорганах. Но Венера — это планета еще и творчества, и любви, и красоты, поэтому, в принципе, это дипломатия, это налаживание связи, это может быть консультации какие-то в госорганах.
Но второй важный момент, что в тот момент, когда Венера зайдет в ваш девятый дом гороскопа, будет очень сильный обмен между Меркурием и Венерой, между восьмым и девятым домом гороскопа. И получается, что у вас в вашем случае в мае может быть какая-то возможность с точки зрения а, возможность, которая будет связана с, допустим, с руководителем, с отцом, с учителем, либо с какой-то иностранной организацией. Какой-то может кризис привести к тому, что вы получите какую-то выгоду, либо вы будете искать эту выгоду, и она через какую-то внезапную ситуацию к вам придет. Какая-то удача в каком-то вопросе вас может настигнуть невероятная. Здесь очень такая есть возможность получить поддержку от каких-то людей, от каких-то ресурсов других людей. Либо, может быть, допустим, ну, я не хочу сказать, чтобы вы прям так обнадежили, что это выигрыш или еще что-то такое, но какая-то вот мощная энергетика других людей, мощные ресурсы других людей. Либо это может быть там возврат налогов, либо какая-то страховка, либо какие-то дополнительные деньги, какие-то ресурсы, которые вас могут подвинуть. Это может быть какая-то должность, которая освободится, руководящая, допустим, на работе. Это может быть что-то связанное с местом, допустим, вы поступали и не поступили, и тут вдруг освобождается место на учебу. То есть какое-то продвижение за счет чего-то внезапного у вас может быть. С 15 мая по 15 июня еще Солнце зайдет в ваш восьмой дом гороскопа. И Солнце тоже в восьмом доме гороскопа, оно обещает прояснение каких-то вопросов, связанных с чем-то тайным или с тем, что, ну вот, затянулось где-то, давно не решалось, да, вот где-то что-то произошло у вас, ситуация какая-то, и вы все ждете, от вас независящее, вы все ждете, когда же эта ситуация разрешится. И вот Солнце, оно может прояснить, почему, например, эта ситуация не решается, почему эта ситуация так долго тянется. Потом Солнце еще формирует такую комбинацию. Вообще Солнце, конечно, такая еще история, что это может быть период большого количества ваших действий как антикризисного менеджера. То есть у вас такая повышенная нагрузка, вы начинаете глубоко копать, вы начинаете глубоко анализировать, у вас включается интуиция, у вас включается такая выживаемость, сверхспособность, вы начинаете аккумулировать свои ресурсы. И помимо этого еще Солнце в восьмом доме гороскопа в вашем конкретном случае такое обозначает как бы обнуление, период обнуления и период, когда вы выходите на такой уровень, вот это обнуление, когда вы как будто бы возвращаетесь условно к заводским настройкам, то есть вы забываете какие-то навыки, но вы как бы сознательно забываете, вы отказываетесь от чего-то. Знаете, для того, чтобы... То есть это вот такая ситуация, когда для того, чтобы чему-то эффективно научиться, нужно забыть то, что вы умели раньше. Как будто бы вот какой-то прошлый опыт мешает вам сейчас достичь какого-то результата, и у вас транзит Солнца по восьмому дому гороскопа может дать такой эффект, что вы должны будете от чего-то отказаться, чтобы чего-то добиться. Опять же, Солнце тоже про какую-то тайную поддержку. Но Солнце еще может давать выход из каких-то сообществ, из каких-то социальных сетей, закрытие счетов, закрытие бизнеса, в некоторых случаях разлука с друзьями какими-то, то есть резкие какие-то трансформации в отношениях с друзьями. Но если еще вы вот в отношениях, в целом муж, жена, есть парень, девушка, то у вашего партнера может быть рост доходов в это время. А 16 мая будет новолуние в восьмом доме гороскопа, которое означает неожиданность, разрешение какой-то ситуации, что-то выходит наружу, что-то выходит на поверхность, завязывается какая-то ситуация, которая для вас была, ну, неожиданной, и вы вообще такого не планировали. И в новолуние тоже, кстати, в восьмом доме гороскопа внимательнее к здоровью будьте и не рискуйте. Избегайте всего, что связано с риском и с травмами. Дальше у нас классный транзит с 29 мая по 22 июня. Меркурий зайдет в свой собственный девятый дом удачи. Опять же, девятый дом удачи опять укрепляется, дополнительно укрепляется. Дом удачи, дом мировоззрения.
Но и в целом, если руководитель, допустим, уходил, руководитель возвращается, либо смена какая-то руководства, какие-то зарубежные могут приезжать руководство из других городов, из других стран. И что еще хорошо, но в целом, конечно, это период много общения с отцом, учителем, руководителем в госорганах, запросы какие-то с иностранными организациями, может быть, с духовным наставником каким-то. Но что еще хорошо, вот этот период, это как бы ездить между городами, либо ездить между странами. Например, если вы выступаете, то с выступлениями, либо с какими-то лекциями, либо с какими-то концертами, либо на какую-то учебу, либо с какими-то познавательными целями, либо с целью какого-то знакомства. То есть такие вот поездочные еще транзиты у вас, может быть, переписки какие-то, и все в таком роде. А 31 мая будет полнолуние в вашем втором доме гороскопа. Второй дом — дом ресурсов, речи, родительской семьи. Полнолуние во втором доме гороскопа может означать какую-то крупную покупку. Вообще у вас есть такие транзиты на крупные покупки, на крупные траты денег, на то, что вы можете может закончиться какой-то источник доходов, то есть смена источника доходов. В некоторых случаях это, кстати, может быть увольнение у весов, но больше тут таких особо тенденций нету. Но именно, знаете, вот есть тенденция там закрыть счет, поменять карту, перевыпустить, что-то такое может быть. Изменения в уровне ресурсов, перемены вот в этом, как я питаюсь, как я сплю, то есть такая ревизия может быть тоже по полнолунию во втором доме гороскопа, но внимание может быть к здоровью зубов, зрения и всего, что у нас на лице. А так, в целом, получается, что у вас будут какие-то неожиданные возможности с точки зрения отношений с другими людьми. Вообще неожиданные будут перемены, наверное, в отношениях с другими людьми в мае. Ну и какая-то удача вас тоже ожидает. Скорпионы. Я напоминаю, что с 30 апреля по 14 мая по вашему шестому дому гороскопа идет Меркурий. Почему напоминаю? Потому что, в принципе, я об этом рассказывала в прогнозе на апрель. И просто Меркурий заходит как раз в конце апреля в ваш шестой дом гороскопа, и половину месяца так или иначе он будет идти по шестому дому гороскопа. И Меркурий в шестом доме, он, конечно, у вас даст вскрытие каких-то вещей, которые были скрыты, и эти вещи, они могут повлиять на ваш режим дня, на ваш режим труда и отдыха, на вашу работу, рабочие какие-то задачи может на вас, допустим, дополнительно какие-то навеситься временно. Плюс в целом этот транзит на то, чтобы обсуждать вот какие-то вопросы, связанные с кредитами, с медициной, с судебными делами, со спортивными делами, менять планы по работе тоже, планирование какое-то по работе, по кредитам, по судам, по лечению, если для вас это актуально, это все по Меркурию. А 1 мая будет полнолуние в вашем 12 доме гороскопа, которое в целом тоже у нас про работу, про перемены в работе, тоже намекает на это. Но еще полнолуние в 12 доме гороскопа — это период, когда может быть какая-то поездка, уединение какое-то, добровольное, недобровольное, когда вы сами куда-то, например, в санаторий пошли. И период, когда хорошо бы заниматься каким-то творчеством. С 11 мая по 20 июня в шестой дом гороскопа заходит еще и Марс. Марс — это главный для вас товарищ, управитель всего вашего гороскопа. Шестой дом — дом борьбы, труда, рутины, препятствий. Поэтому Марс придет в шестой дом гороскопа, чтобы немножко наломать дров в работе, чтобы немножко разобраться с какими-то задачами, но как разобраться? Разобраться с насколько, да, когда Марс идет по шестому дому гороскопа, это будет скорее стремление поломать, чем починить. Поэтому будьте внимательны. Но вероятно, что тоже Марс может давать такую какую-то перемену в рабочих графиках, в рутинных графиках, в том, что нарушится ваш режим труда и отдыха. Помимо этого, Марс — это спорт,
И шестой дом — это дом спорта. У вас может быть такое, что вы просто вдруг начнете активно заниматься спортом до изнеможения. Кто не ходил на тренировки, начнет ходить на тренировки. Кто ходил на тренировки, уделит этому больше времени. Помимо этого, в целом, шестой дом — это дом еще и врагов. И все, кто для вас являются такими недоброжелательными, они могут активизироваться, выявиться, и вам придется разбираться. Но обычно так и есть, да, то есть вскрываются какие-то подробности, когда что-то не так, что-то скрыто от нас, и мы начинаем это чинить. Но чинить с той точки зрения, что если кто-то против нас, то мы начинаем с этим, вот как в спорте, да, начинаем готовиться, какая-то такая история, мы начинаем готовиться, качаться, начинаем как-то себя готовить к таким вещам. Колющие, режущие предметы, может быть, это в вопросах здоровья, это какие-то иглоукалывания, уколы, это вопросы, допустим, банки поставить, пиявки поставить. То есть интерес к таким методам лечения может быть. Вообще берегите здоровье, потому что это транзит управителя всего нашего гороскопа, который отвечает за тело, за здоровье по шестому дому болезней. Поэтому может быть такое, что мы захотели просто вот заняться там закаливанием, испытанием себя, да, своих сил, возможностей. Но в целом главное не переусердствуйте. Потом, что еще этот Марс? Марс этот еще может давать такое желание поконкурировать, либо разобраться с госорганами. Может быть, там какие-то процессы застряли. Поездки тоже. Поездки из города в город, из страны в страну могут быть какие-то дальние поездки. И Марс у нас еще отвечает за жилье, поэтому могут быть какие-то мелкие ремонтные работы тоже, когда Марс будет идти по шестому дому. С 14 мая по 29 мая Меркурий заходит в ваш седьмой дом гороскопа. И в принципе это такая интересная история, потому что дальше я там тоже буду рассказывать, почему это интересная история. Но в общем вам надо очень внимательно обращать внимание на то, с кем вы общаетесь, какие люди будут приходить в этот период в вашу жизнь, кто будет что вам предлагать. Вообще транзит Меркурия по седьмому дому гороскопа, он активизирует большое количество общения, но это не просто общение, да, а это вот давай встретимся, мы давно с тобой не виделись. Я тут проездом, давай увидимся, я тут вдруг ни с того ни с сего вспомнила о себе, вспомнила о тебе. И это будут и люди из прошлого, это будут новые люди, как будто бы, знаете, вдруг внезапно, откуда ни возьмись, все появились в вашей жизни, хотя вы давным-давно там с людьми не общались. Но будут какие-то и тайные движения, тайные какие-то будут еще смыслы в этих всех вещах. Хотя в целом Меркурий может давать вот такое и вхождение в новые коллективы, и знакомство, и, в общем-то, выяснять что-то про какие-то партнерские отношения, про то, как, например, зарегистрировать отношения, про то, как их оформить, про то, как ну, что-то сделать, да, в партнерстве, какое-то партнерство. Подарки. Вы можете получать, вы можете дарить подарки своим партнерам, какие-то крупные, исполнять их желания, либо будут исполнены ваши желания, связанные с партнерством тоже. Это может касаться какого-то знакомства, то есть через друзей познакомиться, если вы не в отношениях, через друзей познакомиться и начать общаться. И что интересно, что в этот же день, 14 мая до 8 июня, в ваш восьмой дом гороскопа зайдет Венера. И вот когда Венера зайдет в ваш восьмой дом гороскопа, сформируется очень мощный обмен между Венерой и Меркурием, между седьмым и восьмым домом гороскопа. Почему я говорю, что какие-то подковерные такие будут игры, какие-то тайные смыслы, какие-то внезапные ситуации, связанные с партнерством, внезапные какие-то тайны, которые у вас могут появляться, либо от вас какие-то тайны были скрыты, могут вскрываться. Но я не могу сказать, что что-то здесь плохое, здесь скорее какие-то, может быть, сюрприз какой-то готовить, да, может быть, какой-то невероятный сюрприз готовить партнеру или что-то в этом роде. А, Возможности, которые будут приходить к вам через других людей, через ресурсы других людей, либо вы будете искать
ресурсных людей, которые будут вам помогать. Еще эта Венера говорит о том, что вам нужно будет, наверное, решать какие-то срочные вопросы, связанные с ситуациями, которые возникли в поездках, либо срочные вопросы, связанные с другими городами, с другими странами, с какими-то закрытыми организациями. Но, в принципе, Венера в 8 доме гороскопа, она может еще давать и рост доходов партнеров, и вот эту вот ресурсную поддержку других людей вам. И вы, с одной стороны, поддержите, и вас поддержат. То есть вы, может быть, там с партнером друг друга должны как-то поддержать, подбодрить, а может быть, вы вместе идете к какой-то цели, держитесь, и у вас такие вот транзиты на то, чтобы держаться и подбадривать друг друга. И что еще немаловажно, Венера, кстати, тоже про здоровье, потому что и Марс в 6, и Венера в 8. Про здоровье, мочеполовая система, не переохлаждаться, не сидеть на холодном, вообще беречь себя и избегать всяких стрёмных связей. Вот особенно те, кто не в отношениях, избегать именно таких вот беспорядочных связей, грубо говоря, да, потому что Венера и Марс, они в 6 и 8 доме гороскопа могут способствовать каким-то не очень чистым отношениям и не очень хорошим результатам в отношениях. Нужно вот очень внимательно присматриваться вообще в мае к людям, с которыми вы общаетесь. Кто-то может быть для вас очень мощным ресурсом, а кто-то, наоборот, может быть тем, кто этот ресурс забирает. Надо разбираться. С 15 мая по 15 июня еще Солнце зайдет в ваш 7 дом гороскопа. Солнце в 7 доме тоже проясняет какие-то вопросы, связанные с партнерством. Солнце еще дает такую комбинацию, как получение статуса в партнерстве. Через партнерство кто-то может вообще выйти замуж, жениться в это время из скорпионов, получить предложение о замужестве. То есть вот такие вот мощные какие-то могут быть результаты. Но и формирование какой-то команды, и вхождение в какой-то новый отдел, новую команду. Помимо этого, Солнце может нашу самооценку в этот период завязывать на партнерство. Мы либо радуемся успехам партнеров и команды, либо огорчаемся, если у них нет успеха. То есть как бы наш фокус внимания привязан в этой сфере в этот период времени. Но статус ваших партнеров в это время может расти, какие-то успехи партнеров тоже. А 16 мая, пожалуйста, будет новолуние в 7 доме гороскопа. Это новолуние напрямую указывает на то, что кто-то из скорпионов как раз может жениться, может начать отношения, вступить в отношения, вступить в какую-то команду, вступить в какие-то бизнес-отношения. Или же у партнеров может быть какой-то новый этап жизненный. Потом с 29 мая по 22 июня Меркурий зайдет в ваш 8 дом гороскопа. 8 дом — это дом, который отвечает за все тайное, скрытое, кризисы в том числе. А Меркурий — это планета любопытная, поэтому интерес ко всему тайному, скрытому, к тому, что ну как оно там, почему оно там, почему вот так вот, а не вот так вот, где там застряло что-то, где какой-то процесс перестал работать. То есть попытаться разобраться, попытаться разрулить какие-то зависшие вопросы, попытаться понять, что как функционирует, может быть, в чужие какие-то тайны тоже влазить. Но есть еще здесь такой аспект. Кто-то может стать немножко более знаменитым в этот период времени из скорпионов, но есть еще аспект такой обнуления, ам, когда вы будете, ну, либо вынуждены, либо вы сами добровольно на это пойдете, начать все заново в какой-то сфере, в какой-то области. Это когда для того, чтобы понять что-то, как это работает, либо приобрести какие-то навыки, нужно отказаться от того опыта, который у нас есть, забыть то, что мы знаем и умеем, потому что то, что мы знаем и умеем, может нам мешать в это время получать новый опыт и учиться, то есть какое-то своеобразное обнуление. Но также может быть, опять же, вот этот вот выход из каких-то сообществ. В одни входим, из других выходим. Может быть закрытие счетов, закрытие карт, переоформление счетов карт бизнеса, но и также и какая-то поддержка, какая-то защита с помощью тайных покровителей, с помощью каких-то внезапных людей в вашей жизни. Вот очень интересно, кстати, кто вам встретится на пути в этом месяце, кто вам будет помогать,
кто вас будет продвигать, потому что очень много будет зависеть от других людей. А 31 мая будет полнолуние в вашем первом доме гороскопа. Первый дом — это дом здоровья, тела, имиджа, внешности, поэтому однозначно в этом месяце еще могут происходить перемены реально в вашем статусе, то есть кто-то вот прям женился, да, или что-то новое произошло в вашей жизни, что у вас поменялся статус, но также перемены во внешности, кто-то, может быть, будет там как-то скульптурировать свою внешность, менять, и имидж, статус, репутация, здоровье, гардероб, обновление какое-то и так далее. Но в целом внимательно смотрите, кто будет приходить в вашу жизнь и с кем вы будете знакомиться. Ушки на макушке, но будут и какие-то очень мощные возможности, ресурсные через других людей что-то получить, чему-то научиться, куда-то войти в какие-то сообщества, с кем-то познакомиться. Стрельцы. Для начала напоминаю, что с 30 апреля по 14 мая по вашему пятому дому гороскопа будет идти Меркурий. Напоминаю, потому что Меркурий заходит в конце апреля. В прогнозе на апрель я про это проговаривала, но все равно проговорю, что до середины мая, по сути, у вас будет много общения с детьми. Может быть, вы будете заняты организацией каких-то мероприятий. У некоторых стрельцов есть тенденция на то, чтобы влюбляться, но, в общем-то, это еще такие, знаете, периоды, когда в паре вместе с партнерами строить планы или проговаривать что-то по поводу детей, по поводу совместного обучения, например, совместного отдыха и так далее. Но еще у стрельцов тенденция на отпуск даже в это время, поэтому, может быть, вы будете отдыхать. А 1 мая будет полнолуние в вашем 11 доме гороскопа. 11 дом — это дом наград, достижений, подарков, каких-то планов, ваших целей, дом, который отвечает за сообщества различные, наподобие каких-то соцсетей в том числе. И полнолуние в 11 доме гороскопа может означать какую-то выплату, какую-то крупную покупку даже часто, перемены по счетам, допустим, там закрытие какого-то счета, закрытие депозита, что-то в этом роде. В некоторых случаях выход из каких-то сообществ и соцсетей, окончание какой-то выплаты или завершение какой-то выплаты, изменение в уровне оплаты труда по полнолунию тоже в 11 доме гороскопа, изменение в отношениях с друзьями, может быть, просто встреча с друзьями в это время. С 11 мая по 20 мая в ваш пятый дом гороскопа заходит Марс. Пятый дом — это дом детей, творчества, романов, влюбленности, развлечений, обучения. Марс указывает на то, что стрельцы могут куда-то ездить по вопросам учебы, по вопросам детей, по вопросам каких-то развлечений, мероприятий. Но также это могут быть и посещение, особенно вот посещение каких-то мероприятий типа спортивного плана, например, сходить на какой-то матч футбольный, сходить на какой-то хоккейный матч, и все в таком роде, либо поехать на какие-то соревнования. Потом вообще, когда Марс идет по пятому дому гороскопа, это еще обычно период такого сильных эмоций, ярких эмоций, ярких впечатлений, ощущений. Они могут быть в плюс, они могут быть в минус. Это могут быть вообще просто вас может катать так на эмоциональных качелях. То есть очень сильные эмоции, когда Марс идет по пятому дому гороскопа. Ревность повышенная у некоторых стрельцов тоже, когда вот мы с чего-то вдруг начинаем к своему партнеру предъявлять претензии, если мы в отношениях, желание побыстрее получить что-то вот такое вот, может быть, когда очень сильно хочется что-то получить, вот прям аж зудит, вот мне это надо. И повышенная требовательность к своим детям, но детей тоже будьте осторожны, потому что дети, когда Марс идет по пятому дому гороскопа, это все-таки планета травм, могут шалить больше обычного, да, куда-то влазить, то есть больше присмотра за детьми тоже должно быть в эти транзиты. Могут быть какие-то конфликты, связанные с учебой. В учебе тоже, если вы учитесь, то вот в учебе тоже может быть какое-то недовольство тем, что как у вас получается, либо какие-то сильные эмоции по поводу учебы.
С 14 мая по 29 мая Меркурий пойдет по вашему шестому дому гороскопа. В принципе, Меркурий указывает на то, что надо будет, скорее всего, какие-то ошибки в работе исправлять, но такие, может быть, много мелких каких-то задач, которые влияют на ваш график, на ваш режим, какие-то мелкие задачи, которые нужно вот обратить внимание. То, на что бы обычно не обратили внимание, обратить внимание. А ваши партнеры могут тоже в этот период времени обращаться в такие учреждения, как кредитные, судебные. Это могут быть партнеры по команде, допустим, бизнес-партнер. Это может быть партнер по браку, да, муж, жена, парень, девушка. Партнеры ваши, вы вместе с партнерами можете работать, вы вместе с партнерами можете заниматься вопросами режима какого-то, изменений в вашем режиме, жизненном укладе, изменением в ваших привычках и так далее. А может быть, вместе с партнером какие-то соревнования, на какие-то соревнования. Это могут быть и командные тоже какие-то соревнования. И в целом Меркурий как планета информации, коммуникации, любопытства, он по шестому дому гороскопа, когда идет, то это повышенный такой интерес к темам кредитов, спорта, поиск работы, может быть, вот резюме порассылать, поискать, каких-то судебных вопросов, вопросах лечения, лекарств, какой-то косметики аптечного характера и так далее. Но что еще интересно, с 14 мая по 8 июня, то есть тоже 14 мая и до 8 июня в ваш седьмой дом гороскопа зайдет Венера. С одной стороны, Венера обещает обмен подарками, допустим, в партнерстве, тоже указывает на то, что совместно с партнерами в команды объединяться, может быть, на соревнования какие-то отправляться, либо вместе заниматься спортом, либо вместе ходить на какое-то лечение. Но еще будет очень мощный обмен между шестым и седьмым домом гороскопа, между домом, который отвечает вот за вот эту вот конкуренцию, и за домом гороскопа, который отвечает за партнерство. И это могут быть какие-то, особенно в рабочих командах, может быть, какие-то мощные результаты. Вы, например, на соревнования поехали, соревнования выиграли, либо вместе, допустим, муж и жена идут на какой-то конкурс, мама, папа, я, спортивная семья, и там побеждают. То есть что-то такое вот командное, какие-то командные результаты, когда вы вместе наваливаете, что-то вместе делаете. В принципе, Венера по седьмому дому гороскопа, она способствует тому, чтобы немного обратить фокус внимания на личную жизнь с точки зрения где-то наладить отношения, где-то подремонтировать, подцементировать. Может быть необходимость консультироваться. Вообще вы будете скорее вот так кого-то консультировать, может быть, к вам будут обращаться по каким-то вопросам. С 15 мая по 15 июня еще Солнце зайдет в ваш шестой дом гороскопа. Солнце проясняет какие-то вопросы, связанные с работой, с кредитами, с лечением, с режимом дня, с вашими домашними питомцами. Кстати, тоже вообще, когда Солнце идет по шестому дому гороскопа, это транзит на служение, когда мы должны служить кому-то. Ну, должны, это вот так громко связано, да, когда мы зажигаемся, когда мы наполняемся тем, что мы помогаем друг другу. Нас просят, мы идут, нам говорят, вот помоги сделать, разобраться и так далее, и так далее. Мы с удовольствием всем помогаем, с удовольствием решаем какие-то задачи, трудности, сложности, нас в это время не пугают. Также есть указание на то, что, может быть, с помощью госорганов, либо с помощью отца, учителя, руководителя нужно будет разрешать какие-то спорные вопросы. То есть в некоторых случаях даже обращаться либо в суд, либо в какие-то инстанции обращаться, в какую-то вышестоящая организация, которая решает вопрос. 16 мая будет новолуние в шестом доме гороскопа. Новолуние в шестом доме гороскопа может дать новую работу, новые рабочие обязанности. Новолуние в шестом доме гороскопа может означать питомца, появление питомца, новую должность, даже не только новые обязанности, новую должность, новую работу, новый кредит, да, тоже новое лечение, новый спортивный зал, например, или нового тренера, к которому вы будете ходить. Кстати, вот это Солнце тоже может давать вам какого-то появление какого-то тренера персонального в вашей жизни, который вам будет помогать. С 29 мая по 22 июня в ваш седьмой дом гороскопа зайдет Меркурий. Меркурий в седьмом доме гороскопа — это период
вхождение в какие-то команды, формирование каких-то команд, получение статуса через команду. То есть это, например, действительно, если кто-то из стрельцов в это время устроился на работу или получил новую должность, он входит в какой-то коллектив, он со всеми здоровается, знакомится, рассказывает о себе. Либо вы просто понимаете, что вы вот хотите что-то поменять, да, у вас нет отношений, в этот период вы активно начинаете ходить на свидания, там еще и Марс в пятом доме гороскопа, еще такая ревность, такое сильное желание наслаждаться, сильное желание влюбляться, вступать в отношения, вот такое вот будет желание пообщаться. Вообще появляются старые знакомые. Очень много встреч каких-то с теми людьми, с которыми давно не виделись, с теми людьми, с которыми раньше не планировали встретиться. Ну и знакомства тоже будут. Ну, у некоторых стрельцов в этот период может быть регистрация отношений. 31 мая будет полнолуние в вашем 12-м доме гороскопа. Полнолуние в 12-м доме может давать поездку, уединение какое-то, добровольное, либо недобровольное, посещение закрытых организаций. Но еще полнолуние в 12-м доме гороскопа — это период для творчества, когда очень хорошо уделять внимание творчеству. В целом, какие-то перемены в привычном образе жизни, в рутине вас ожидают в мае. Козероги, я напомню вам, что с 30 апреля по 14 мая по вашему 4-му дому гороскопа идет Меркурий. И это время большого количества домашнего общения, может быть, много гостей, может быть, дома надо много писать, читать, заниматься вообще домашними делами, что-то планировать и так далее. Я об этом напоминаю, потому что это, в принципе, я рассказывала в прогнозе более подробно на апрель, а здесь все равно затрагиваю, потому что все-таки это будет у нас тенденция на половину мая. И 1 мая будет полнолуние в вашем 10-м доме гороскопа. 10-й дом — дом статуса, карьеры, репутации. Полнолуние в 10-м доме может означать смену статуса, но также смену работы, либо смену должности, смену отдела на работе, смену обязанностей каких-то на работе. То есть рабочие перемены тоже в репутации, в документах, которые дают вам статус и так далее. С 11 мая по 20 июня в ваш 4-й дом гороскопа зайдет Марс. Если козероги продают квартиру, какую-то землю, недвижимость, то этот транзит Марса, он может дать продажу. Если вы планируете куда-то поехать, отправиться в путешествие, тоже может быть транзит на путешествие, на какой-то переезд. Но еще и на то, чтобы планировать что-то, связанное с недвижимостью, транспортом, с мамой вместе что-то планировать, допустим, покупку тоже, квартиры то же самое. Потом еще транзит Марса по 4-му дому гороскопа — это период, когда дома может быть шумно. То есть в прямом смысле Марс в 1-м доме, в 4-м доме, и дома может быть как-то просто шумно, ремонты у соседей, либо еще что-то в этом роде, либо просто много людей, они очень громкие, они очень громко общаются, громко разговаривают и так далее. 4-й дом — дом внутреннего ощущения счастья, дом нашей психики, поэтому не удивляйтесь, если вы в прямом смысле слова станете немножко более психованными такими на этот период времени, потому что Марс дает такую раздражительность и желание что-то делать, действовать, что-то менять, поэтому будет такое вот а, что-то изменить. Очень хочется что-то изменить. И активность, соответственно, и не пассивная оппозиция. Это может распространяться и на карьеру в том числе, и на перемены в работе, желание что-то поменять и в работе тоже. С 14 мая по 29 мая в ваш 5-й дом гороскопа заходит Меркурий, и этот транзит на то, чтобы много общаться с детьми, либо много общаться на тему учебы, учиться тоже, в принципе, организовывать какие-то мероприятия, планировать какие-то мероприятия, например, покупать билеты на концерт, покупать билеты на футбольный матч, покупать билеты на отпуск, в отпуск, чтобы поехать.
Также транзит Меркурия по пятому дому гороскопа для некоторых козерогов может давать периоды экзаменов, когда вы сдаете экзамен, когда вы проходите какие-то испытания, в некоторых случаях водить детей в поликлинику, водить детей на какие-то обследования, на соревнования возить детей. И про это отдельно хочется рассказать, потому что с 14 мая еще по 8 июня по вашему шестому дому гороскопа будет идти Венера. И в этот период между вашим пятым и шестым домом гороскопа формируется такая тенденция, обмен. Не тенденция, вот это вот оно называется обмен домами. Обмен между пятым и шестым. Обмен — это мощно, обмен — это дополнительные возможности, это сила. Пятый дом — дом учебы. Шестой дом — дом борьбы. Значит, когда идет обмен между пятым и шестым домом гороскопа, мы можем очень хорошо сдать экзамены, например, поступить куда-то, какую-то сессию, то, что мы там, допустим, раньше завалили, еще раз попробовать, если у вас есть какие-то хвосты, пересдать. Пятый дом — дом, допустим, развлечений какой-то, шестой дом, опять же, дом борьбы. Это могут быть поездка на какие-то соревнования, на какой-то конкурс, на котором вы сильно выступаете. Потом это еще и дети, пятый дом, а шестой дом — это дом медицины. Может быть, какая-то удачная какая-то операция для ребенка, может быть, удачное ЭКО, может быть, удачное какое-то обследование для того, чтобы забеременеть. Вот это вот все дает какую-то возможность, какую-то поддержку, какие-то хорошие результаты, связанные с преодолением препятствий, связанные с соревнованиями, связанные с победой какой-то кого-то в чем-то. То есть вот такие вот могут быть по этому обмену события. Потом еще Венера в шестом доме гороскопа указывает на то, что тоже, кстати говоря, на то, что в работе нужно будет проходить через какую-то конкуренцию, исправлять какие-то ошибки. Но это все мягко, это все так ненавязчиво. Наоборот, тоже какие-то возможности. Если вы, допустим, в бюджетной организации работаете, то это может быть продвижение по службе какой-то. Если вы в бюджетной организации работаете, это может быть какое-то повышение, какую-то новую, ну не должность, да, а какую-то категорию. Потом еще может быть период в работе именно какие-то фотосессии, видеосъемки, творчество. Кстати, забыла, что может быть какой-то ремонт, внезапно возможность что-то отремонтировать, если дома, да, если вот касается дома. Вообще Венера — это планета транспорта, красоты, одежды, украшений. По шестому дому может давать техническое обслуживание транспорта, украшения, одежды, вот всего, что с этим связано. Ну и обращение в медицинские учреждения по вопросам красоты, то есть что-то делать, какие-то косметологические процедуры. Но это вот не рутина, да, а то, что обычно мы редко делаем. Сходить в косметологический салон, сходить на какую-то, на уколы красоты, на какие-то процедуры. С 15 мая по 15 июня ваш пятый дом гороскопа зайдет Солнце. Солнце проясняет какие-то вопросы, связанные с детьми, с праздниками, с влюбленностями, с учебой. Вообще тут даже такое двойное указание. Это может быть что-то, что было скрыто, а выходит наружу. В некоторых случаях у козерогов может быть тайный роман в это время, какие-то тайные поклонники. Но вообще, например, это период, когда кто-то может узнать о беременности. Это период, когда может кто-то узнать какие-то новости, связанные вот с поступлением, с выступлением каким-то, с вашими романами, с тем, в которых то есть это еще не отношения, да, это как бы наклевывающиеся отношения. Либо вдруг внезапно вы узнаете, что вы получаете возможность куда-то поехать в какое-то путешествие. То есть насчет отдыха тоже какие-то внезапные новости могут быть. Ну и в целом Солнце в пятом доме гороскопа может тоже вас такой на это время сделать публичной персоной, когда вы можете где-то выступить, когда вы можете где-то засветиться, то есть на сцене постоять, да, что-то рассказать. Такое тоже. Пошли на какой-то концерт, а вас на сцену пригласили. Вот такая вот публичность так, может быть на
на какое-то время, когда вы вроде это не планируете, но все-таки солнышко зашло в пятый дом гороскопа и вас вот так вот высветило. А 16 мая будет новолуние в вашем пятом доме гороскопа. Вот и как раз новолуние может и давать беременность, зачатие, рождение ребенка, старт проекта какого-то, поступление на учебу, посещение какого-то торжественного мероприятия, либо какой-то выставки, какого-то концерта и так далее, и так далее. Подарок какой-то, какое-то такое безумное свидание приятное и все в таком роде. С 29 мая по 22 июня Меркурий заходит в ваш шестой дом гороскопа, и уже когда Меркурий пойдет по шестому дому гороскопа, нас уже больше начинает увлекать эта вся рутина. Транзит Меркурия по шестому дому гороскопа — это период, когда могут пересматриваться, кстати, решения разных вышестоящих организаций, либо вы можете узнать о решениях каких-то вышестоящих организаций, которые могут влиять на ваш режим труда и отдыха, на ваш режим работы. В некоторых случаях козероги могут в этот период искать работу, захотеть поискать работу. Но и вообще Меркурий по шестому дому гороскопа — это любопытство в сферах кредитов, судов, лечений, спорта, спорных вопросов, вредных привычек, как отказаться. Но и немножко нервное напряжение, потому что Меркурий все-таки у нас отвечает за нервы, поэтому может быть немножко такой нервный период, когда мы ам, делаем больше, чем можем, то есть берем на себя больше, может быть, чем можем взять, либо ждем какого-то результата и от этого вот тоже нервничаем. И 31 мая будет полнолуние в вашем 11 доме гороскопа, в доме наград, достижений, доме подарков, целей наших, желаний, счетов, накоплений и так далее. Полнолуние в 11 доме гороскопа вот может означать какой-то результат, какой вы получили там на каких-то соревнованиях, в каком-то конкурсе, какая-то крупная покупка, переоформление счетов, изменения по счетам, там депозит у вас закончился, что-то в этом роде. Изменения в уровне оплаты труда тоже могут быть, и изменения в отношениях с друзьями, а также выход из каких-то сообществ. Ну, у вас можно сказать, что вот одна половина месяца, она больше про такой вот какой-то, знаете, развлекательно спортивный характер, что ли. Вот спортивный я имею в виду с точки зрения соревновательного интереса, какой-то, может быть, азартная такая половина, даже первая половина месяца, а вторая уже она такая начинается более рутинная, более спокойная. А Водолеи, я напомню, что с 30 апреля по 14 мая по вашему третьему дому гороскопа будет идти Меркурий. Напоминаю, потому что я об этом, в принципе, рассказывала в конце, вернее, рассказывала в видео на апрель, но все-таки это будет тенденция на половину месяца, на половину мая. Поэтому я здесь все-таки повторюсь. И это о чем? О том, что суета, сует вас ожидает в первой половине месяца. Меркурий про большое количество общения в третьем доме, про выяснение там собирания документов, командировки в некоторых случаях, короткие поездки, переписки и так далее, и так далее. То есть третий дом — дом коммуникации, Меркурий — планета коммуникации, он просто попадает в свой собственный дом, и его энергия усиливается. А 1 мая будет полнолуние в вашем девятом доме гороскопа. Девятый дом — дом власти, отца, учителя, руководителя, зарубежных поездок, обучения. И полнолуние в девятом доме может означать разрешение каких-то вопросов, связанных с госорганами, куда вы там запросы писали, ждали ответа какого-то. То есть, может быть, получите какой-то ответ, получите какую-то ясность. Помимо этого, это перемены в учебе могут быть, если вы учитесь в институте, перемены в руководстве, изменения в отношениях с учителем. То есть, если вы, например, с репетитором работаете, то смена репетитора, допустим, смена на работе руководства, или руководство, например, в отпуск пойдет, что-то в этом роде может быть. Но и какие-то мировоззренческие тоже сдвиги происходят часто, когда полнолуние происходит в девятом доме гороскопа.
С 11 мая по 20 июня по вашему третьему дому гороскопа пойдет Марс. Для водолеев это сильный период, несмотря на то, что Марс это планета конфликтов, а третий дом это дом коммуникаций. То есть это может быть, конечно, и какие-то конфликтные коммуникации, безусловно, какая-то резкость, активность с соседями, с друзьями, с каким-то ближним окружением. Тем не менее, для вас этот транзит — это получение, оформление каких-то документов, дающих статус. Это может быть переподписание контракта на работе, это может быть получение какой-то корочки на работе. Тоже прошли вы там какой-то курс, получили сертификат. Но также это может быть и поступление на какие-то курсы профессиональные, которые дают профессию вам, именно вот чтобы потом можно было по этой профессии учиться. Вообще заключение каких-то сделок, соглашений. Если вы блогер, то это хорошая работа сарафанного радио, возможности заниматься в этот период времени, работу свою связывать с хобби в первую очередь. Друзья могут помогать, братья, сестры. Вы можете даже обращаться к друзьям, братьям, сестрам, чтобы вам помогали они, например, там документы оформить или еще что-то, чтобы вам помогали в каких-то вопросах статуса. Разговоры, общение на тему недвижимости, на тему места жительства, решения каких-то вопросов тоже по этому Марсу. С 14 мая по 29 мая Меркурий зайдет в ваш четвертый дом гороскопа. И это расхламление, это переменные в уровне комфорта в том месте, где вы живете, какие-то мелкие перемены. Может быть много общения домашнего, гости, какие-то мелкие покупки, мелкие какие-то вот вопросы решаются, что куда поставить, перебрать какие-то коллекции дома и так далее, и так далее. То есть внимание смещается на тему дома, но в некоторых случаях на тему транспорта тоже, если есть машина, то тоже что-то там пообсуждать про машину, связанное в том числе с ремонтом, как поремонтировать, как подшаманить что-то и дома, и в машине, и так далее. Может быть, дома нужно много писать, дома много учиться, конспекты писать, читать. И дома много, как я уже сказала, общения, да, то есть это может быть и так, что много кто приезжает к вам, и внезапные какие-то тоже гости могут быть. Еще с 14 мая по 8 июня, тоже в этот же день 14 мая, зайдет в ваш пятый дом гороскопа Венера. И Венера вместе с Меркурием сформируют обмен домами между четвертым и пятым домом гороскопа. И это очень классный период, классные возможности могут вас ждать в сфере ремонта, например, квартиры, машины, в сфере получения дохода от квартиры и машины. То есть, если вы продаете, то вы можете выгодно продать в этот период квартиру, машину. Если вы покупаете, то выгодная покупка. Если вы ам, что-то для дома тоже выбираете, то это может быть выгодная покупка какая-то, а получение какого-то удовлетворения от того места, где вы живете, удовлетворения от машины, получение каких-то бонусов, то есть денег каких-то, например, удачно сдали квартиру, удачно сдали машину. Венера в пятом доме гороскопа, она в принципе про то, чтобы наслаждаться, ходить на свидания, ходить на разные мероприятия, выставки, концерты, театры, заниматься творчеством, налаживать отношения с детьми. Это период еще свиданий и романтики тоже. И какая-то удача может быть в теме обучения, в теме детей, деторождения, в теме подарков, в теме запуска каких-то проектов и так далее. С 15 мая по 15 июня в ваш четвертый дом гороскопа зайдет Солнце. Солнце проясняет какие-то вопросы, связанные с местом жительства, с местом проживания, с транспортом, с недвижимостью, вопросы взаимоотношений с мамой. Опять же, тоже все внимание привлечено к дому, к тому, что там происходит, к машине, может быть, самооценка ваша очень сильно зависит в этот период от того, что там происходит, домашние праздники какие-то в том числе. Те, кто живут, вот встречаются, но живут отдельно, могут в этот период времени съехаться, побыть вместе какое-то время, либо отправиться в какое-то вместе путешествие. Вот если вы там встречаетесь с парнем, с девушкой, то вы берете там, организуете какую-то совместную поездку, чтобы вместе побыть наедине, провести какое-то время. И еще
Может быть такое, что вы можете помогать маме в ее недвижимости, транспорте, в вопросах недвижимости, транспорта. А 16 мая будет новолуние в четвертом доме гороскопа. Новолуние в четвертом доме гороскопа говорит о том, что что-то новое у нас происходит здесь. То есть прописка, перепрописка, проживание в каком-то новом месте. У кого-то покупка квартиры, у кого-то покупка машины, у кого-то переезд, у кого-то новый этап в жизни мамы или в отношениях с мамой. С 29 мая по 22 июня в ваш пятый дом гороскопа заходит Меркурий, планета, которая у нас вызывает большой интерес в том доме, в который она заходит. Поэтому общение с детьми, организация каких-то мероприятий, праздников, покупка билетов, например, учеба тоже, может быть, вообще в целом выяснять, узнавать, как родить ребенка, забеременеть там и так далее, как поступить на учебу, как съездить на какой-то отдых, то есть и отдыха тоже организация. В некоторых случаях у водолеев могут быть тайные влюбленности, либо что-то может выходить наружу, связанное с влюбленностями, с детьми, с учебой, с какими-то проектами, мероприятиями, возможно, какие-то скрытые возможности, которые, то есть вам вдруг внезапно предлагают куда-то сходить на какое-то мероприятие, дарят вам билеты, дарят вам путевку и все в таком роде. А 31 мая будет полнолуние в вашем десятом доме гороскопа. И полнолуние в десятом доме — это смена статуса, смена работы, смена должности. В некоторых случаях отпуск, отдых от работы. То есть какие-то перемены у вас будут в этом месяце, они будут склонять вас к тому транзиту, чтобы организовать себе какой-то отдых. Возможно, вы до этого очень сильно там много напряженно чего-то делали, и будет такой склонность к тому, чтобы организовать какой-то отдых, а кто-то, наверное, и в отпуск уйдет в конце месяца из водолеев. Рыбки, напоминаю, что с 30 апреля по 14 мая по вашему второму дому гороскопа идет Меркурий. Напоминаю, потому что об этом я рассказывала в прогнозе на апрель, но все равно до середины мая вы с этой тенденцией будете жить. Меркурий дает возможность заработать как-то от недвижимости, транспорта, может быть, от тем, то есть, может быть, продавать вещи из дома, а может быть, мама денег может подкинуть, партнеры тоже. Но это суммы какие-то мелкие могут быть, но еще и внутреннее ощущение счастья очень сильно будет, конечно, завязано на то количество денег, которые у вас есть. И это период много говорить про деньги, считать деньги, договариваться, может быть, тоже. То есть деньги в фокусе. 1 мая будет полнолуние в вашем восьмом доме гороскопа. Это тоже про деньги. Это про деньги чужих, чужие, других людей. Восьмой дом — дом рисков, кризисов, дом чужих ресурсов. И полнолуние в восьмом доме гороскопа может давать внезапные какие-то события, но еще и разрешение тех ситуаций, которые давно тянулись, которые вы не знали, как решиться, как решаться. В том числе это могут быть события, связанные с налогами, страховками, с наследствами и подобными вопросами. С 11 мая по 20 июня в ваш второй дом гороскопа зайдет Марс, и тут уже другая история. Когда Меркурий идет по второму дому гороскопа, это так спокойненько как бы обсуждать денежные вопросы. Когда заходит Марс, это начинается такая история активно, как-то агрессивно, может быть, даже спорить из-за денег, может быть, отстаивать свое право. То есть, если вам там давно что-то обещали заплатить, не заплатили, то есть отстаивать тогда, почему вы мне до сих пор не заплатили. А есть указания на то, что вы можете получать какие-то пособия, какие-то доходы от госорганов, от вашей национальности, от иностранные валюты, какие-то платежи. Потом второй дом — дом лица, питания, поэтому может быть лечение зубов, зрения, перемены в питании. Но знаете, на этот период у вас может быть наоборот такая агрессивная манера, то есть именно
именно плохо спать, плохо есть, есть всякий фастфуд, поэтому будьте внимательны, будет вот либо сбитый график, либо что-то в этом роде. А к тому же с 14 мая по 29 мая в ваш третий дом гороскопа зайдет Меркурий. И Меркурий — это информация, коммуникация, документы. И третий дом гороскопа — это тоже информация, коммуникация, документы, общение, братья, сестры, друзья, поездки. И вот это вот они соединяются. Дом общения, планета общения. И знаете, что в этот период времени вы много общаетесь, много ездите, много договариваетесь, переговариваете, много занимаетесь документами, то есть фокус на этом. Поэтому, наверное, у вас такой суетливый период, весьма такой суетливый, весьма ну, напряженный. Напряженный с точки зрения того, что переделать много дел по присутственным местам, там, по банкам, по всяким поездить и так далее. Но еще Меркурий указывает на какие-то дальние поездки, дальние отлучки из дома, а также на возможность заключения каких-то сделок, соглашений. Если вы ищете бизнес-партнера, то это может быть бизнес-партнерство, какие-то контракты могут быть, если у вас бизнес, если вы сам на себя работаете, допустим, там как блогер, да, то это может быть сарафанное радио, какие-то могут приходить клиенты по рекомендациям к вам. Оформление документов для партнеров еще. И с этого же 14 мая по 8 июня в ваш четвертый дом гороскопа зайдет Венера. И с одной стороны, Венера тоже, как и Меркурий, указывает на какие-то поездки. Венера, когда идет по четвертому дому гороскопа, это период еще для того, чтобы украшать дом, решать вопросы с транспортом связанные, ну тоже и текстиль покупать, и посуду, и так далее, какое-то расхламление может быть. Но еще очень важно, что Венера и Меркурий в этих транзитах с 14 мая, они вступают в такую конфигурацию обмен домами. И это очень сильно укрепляет третий дом гороскопа, связанный с документами, с поездками, с коммуникациями, с договоренностями. И четвертый дом гороскопа, связанный с недвижимостью, транспортом, с местом жительства. И получается, в этот период времени могут быть какие-то важные документы, крутые, оформлены, либо могут быть какие-то возможности сильные для получения каких-то документов, либо для того, чтобы, например, там оформить машину, оформить квартиру, оформить дом, землю, маме что-то оформить, договориться с кем-то по поводу недвижимости, транспорта. То есть вот эти вот договоренности какие-то мощные, какие-то могут быть документы, дающие вам право на проживание. То есть это и вид на жительство, и гражданство, если вы ждете. Это могут быть какие-то разрешения на недвижимость, на транспорт, на строительство, которое вы ждете. То есть вот такой вот мощный может быть результат в мае. С 15 мая по 15 июня в ваш третий дом гороскопа зайдет еще и Солнце. Солнце проясняет какие-то вопросы, связанные с документами, с поездками, с коммуникациями, с братьями и сестрами, с вашими социальными сетями. Также Солнце тоже про вот это вот технические какие-то моменты, документы, поездки, командировки по работе в том числе, командировки и поездки, связанные с соревнованиями, может быть. Это могут быть какие-то занятия спортом, начало занятия спортом, посещение какого-то мероприятия спортивного. Это могут быть тоже и поездки, связанные с лечением, поездки, связанные с необходимостью оформлять какие-то кредиты крупные. И вот это вот все тоже по Солнцу в это время проясняется. Но и физическая активность, и то, что вы можете начать заниматься спортом усиленно, больше, чем обычно, по крайней мере, если вы так занимаетесь. И банки вот тоже могут быть такие в фокусе внимания у вас. Банки тоже, я имею в виду банки, которые там деньги дают, да, кредиты и так далее. То есть именно вот под То есть именно по таким организациям: банки, налоговые, страховые, нужно будет еще много ездить, ходить и общаться. А 16 мая будет новолуние в вашем третьем доме гороскопа. Новолуние в третьем доме — это начало нового
в документах, то есть получение какого-то документа, либо начало там оформления какого-то документа, новое хобби, начало обучения на курсах, встреча с друзьями, братьями, сестрами, может быть покупка телефона, покупка какого-то гаджета, покупка какой-то вещи, наподобие, допустим, там украшений каких-то и всего в таком роде. С 29 мая по 22 июня Меркурий зайдет в ваш четвертый дом гороскопа. Четвертый дом — это дом места жительства, недвижимости, транспорта, как мы уже выяснили, и Меркурий — это планета коммуникации, поэтому в это время дома много общения, дома, возможно, гости, дома какие-то перестановки, дома, возможно, какая-то ревизия того, что у вас есть, потому что что-то мелкое перебирать, да. А потом еще могут приезжать к вам, если вы живете по отдельности, вот муж, жена, там парень, девушка, то значит это время съехаться вместе, либо вместе, например, поехать на какой-то отдых. И помощь маме с ее местом проживания, помощь маме с ее машиной, допустим, если у мамы есть машина. А также в это время дома много учиться, много писать, много читать, наверное, вот все в таком роде. И 31 мая будет полнолуние в вашем девятом доме гороскопа. Девятый дом — дом власти, отца, учителя, руководителя зарубежных поездок, поэтому это может быть зарубежная поездка, это может быть окончание какого-то процесса в учебе, это может быть завершение процесса в госорганах, то, что вы там вот суету какую-то наводили, что-то оформляли, что-то покупали, что-то разбирались, там ездили, и вот в районе полнолуния это все разрешается, какие-то в госорганах вопросы. Смена руководства на работе в некоторых случаях и изменения в мировоззрении тоже могут быть какие-то, то, что вы, допустим, раньше не воспринимали, сейчас вот вы посмотрите на это под другим углом. Но в целом для вас месяц такой суетливый, я бы сказала, много движения. Итак, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на май для весов, скорпионов, стрельцов, козерогов, водолеев и рыб. Я надеюсь, что и в новом формате прогнозы для вас будут актуальны. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.